Всем привет, дорогие друзья! В этом видеоролике мы будем рассказывать о Skyline. Скорее всего, вы знаете, что это такое. Вам интересно, какие есть модели? Вам интересно, в каком году появился первый Skyline? Вам интересно, а какая модель была самая лучшая, а какая самая худшая? Тогда оставайся и смотри данный видеоролик. Также я хотел вам сказать, что данный видеоролик будет разделен на две части. Первую часть буду монтажировать и составлять сценарий я, а вторую часть будет монтажировать и составлять сценарий мой коллега и друг, так что если вторая часть получится говно, вы знаете, кого винить. Ну приступим. Skyline переводится как «небесная линия», «горизонт». Свое начало история этого автомобиля берет в далеком 1957 году в Японии, когда фирма Prince Motors начала эту серию с автомобиля Prince Skyline LC1. В дальнейшем, в 1966 году, фирма Prince была куплена компанией Nissan, которая продолжил выпуск серии автомобилей под названием Skyline. На данный момент выпущено 13 поколений автомобилей. Итак, давайте поподробнее о первом Skyline. Если вы откроете любой сайт про Skyline, то вы увидите тонну ненужной информации. Вкратце про первую модель. Была сделана, спроектирована по американским меркам. Машина была для богатеньких и в итоге продалась тиражом в 33 тысячах. На свое время он был довольно продвинутым. Максимальная скорость 140 км в час. Зависимая задняя подвеска была типа Dedion, очень современная на тот момент. На этом можно закончить рассказ о первом Skyline, поскольку особой популярностью он не пользовался, и больше ничего о нем интересного не рассказать. В 1958 году модель была обновлена и получила кодовое название SL2. Новая модель получила в соответствии с последней американской модой 4 фары головного света, а также новый двигатель. Серия SL2 просуществовала до 1963 года. В 1961 году началось производство ограниченной серии автомобилей ручной сборки Skyline Sport Bel Air 3. Автомобиль был разработан итальянцем Микелотти. Он выпускался в двух вариантах купе и кабриолет и оснащался 4Х-цилиндровым двигателем. Имел очень стильный дизайн, но с другой стороны был очень дорог для своего времени. Так, к несчастью, его производство было остановлено. Все и последующие модели были спроектированы похоже на эту модель. Поскольку я очень сильно стараюсь не растягивать данное видео, дабы не тратить ваше время, я не буду подробно рассказывать про модели такие как S50, S54. Эти модели по внешности не отличались от Bel Air 3. Отличались они годом выпуска и их характеристиками. Если вам будет очень интересно узнать точные характеристики, ссылку на сайт я прикреплю в описании. C10 была первой серией, вышедшей после покупки Prince Motors с Nissan. Выпускалась с 1968 по 1972 годы. Всего продано 310 тысяч автомобилей. На Skyline C10 устанавливали 1.5-литровый двигатель. Кроме седана, выпускались Универса и купе и Hardtop с 1970. Шасси этой серии было специально спроектировано с учетом установки шестицилиндрового двигателя, чтобы избежать проблем, возникших при создании S54. Первый Skyline GTR был выпущен в феврале 1000. Skyline GTR великолепно проявил себя в автоспорте. Менее чем за 2 года на седане было одержано 33 победы в различных гонках. А благодаря купе это число было доведено к 1972 году до 50. GTR стал также любимой машиной стритрейсеров. В конце концов, Skyline становится легендой. C211 модель производилась с 1977 до 1981 года. Было продано 539 727 машин. Это был первый серийный японский автомобиль с турбодвигателем.
Также предлагалось 2 дизельных мотора. На этом первая часть подходит к концу. Подписывайся на канал, ведь мы стараемся. Вторая часть выйдет в среду, а может быть и в четверг. Не пропусти, ведь мы с другом даже решили подснять кадры Форза. Всем пока, спасибо за просмотр.